Мы рады приветствовать вас на нашем канале «Правильное питание». Сегодня я говорю как наблюдатель и исследователь реальной жизни. Гипертония не начинается резко, она подкрадывается. И если вы думаете, что все решает таблетка, вы еще не видели, как питание меняет цифры на тонометре. Я много лет вижу одну и ту же ошибку. Люди борются с давлением тогда, когда оно уже диктует правила. А нужно иначе — создать условия, при которых сосуды перестают быть напряженными. И начинается все не с лекарств, а с обычных продуктов, которые есть почти на каждой кухне. Первое, что нужно понять — давление — это не враг, а сигнал. Организм говорит, что ему тяжело, поэтому мы не сбиваем, а разгружаем. И первый продукт в этом списке — свекла. Не салат с майонезом, а сок или запеченное. Медленно, регулярно, по схеме. Свекла работает не сразу, и это важно. Ее нитраты расширяют сосуды мягко, без скачков. Я всегда советую начинать с половины стакана разбавленного сока утром, натощак. Не каждый день, а курсами. Именно так делают те, у кого давление перестает прыгать. Но если остановиться на одном продукте, эффекта не будет. Второй элемент — чеснок. Его боятся из-за запаха, но зря. Один зубчик, измельченный и оставленный на 10 минут, активирует аллицин — вещество, которое снижает сосудистое сопротивление. Важно не глотать чеснок целиком и не жарить его — ошибка, которую совершают почти все. Его едят с теплой водой или добавляют в уже готовую пищу. Так он становится союзником сердца, а не раздражителем желудка. Третий продукт редко воспринимают всерьез. Это овсянка, но не быстрого приготовления. Настоящие овсяные хлопья стабилизируют уровень сахара, а значит, убирают один из скрытых триггеров высокого давления. Давление часто растет не из-за соли, а из-за скачков глюкозы. Я всегда подчеркиваю, есть овсянку нужно без сахара, с льняным семенем или ягодами. И уже через 10-14 дней люди замечают, что утренние показатели становятся ниже. Это не чудо, это физиология, работающая в вашу пользу. Четвертый продукт — банан. Его часто недооценивают. Калий — ключ к расслаблению сосудов. Но банан работает только тогда, когда его едят в правильное время. В первой половине дня, отдельно от тяжелой пищи, без сочетания с сладостями. И вот здесь многие впервые понимают, давление — это система. Не один продукт, а связка. Впереди еще 3 позиции, и одна из них вызывает особенно много споров. Именно они чаще всего спрашивают в комментариях, и именно она дает самый неожиданный эффект. Пятый продукт почти всегда вызывает недоверие. Это темный шоколад с содержанием какао не ниже 70%. Я подчеркиваю, не плитка за раз, а 1-2 дольки. Флавоноиды улучшают эластичность сосудов, и давление снижается мягко, без резких провалов. Ошибка — есть шоколад вечером или с кофе. Его время — после обеда, как часть спокойного приема пищи. Именно так он работает как поддержка сердца, а не как стимулятор. Те, кто соблюдает это правило, отмечают исчезновение вечерних скачков давления. Шестой продукт — семена льна. О них говорят мало, а зря. Омега-3 и слизистые вещества снижают воспаление сосудистой стенки. Я всегда советую молотые семена по 1 чайной ложке добавлять в кашу или йогурт курсом не менее месяца. Важно понимать, лен не действует мгновенно. Он работает в фоне, как защита. Именно поэтому те, кто ждет быстрый результат, разочаровываются. А те, кто делает правильно, через время видят стабильные, ровные показатели без резких подъемов. Седьмой продукт — настой шиповника. Это не просто витамин С, как принято думать. Это поддержка почек, а значит, контроль давления. Настой должен быть теплым, не кипятком, и пить его нужно курсами, а не постоянно. Здесь я всегда делаю акцент.
Давление невозможно нормализовать, если почки перегружены. Шиповник мягко выводит лишнюю жидкость, не вымывая калий. Именно поэтому его используют в народных схемах десятилетиями, тихо и эффективно. Теперь важный момент, о котором редко говорят открыто. Даже лучшие продукты не работают, если человек продолжает есть поздно вечером. Последний прием пищи за 3-4 часа до сна. Это правило снижает ночное давление сильнее, чем многие ожидают. Я часто вижу, как люди делают все правильно днем, а вечером перечеркивают результат. Организм ночью должен восстанавливаться, а не переваривать. Когда это правило соблюдают, утренние цифры на тонометре перестают пугать. Все 7 продуктов не замена лечению, а фундамент. Они создают условия, при которых тело перестает бороться само с собой. И именно такой подход, системный, спокойный, без крайностей, дает самый устойчивый результат. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если информация была полезной, поддержите нас лайком, напишите в комментариях, какой продукт удивил вас больше всего. И обязательно подпишитесь на канал «Правильное питание». Поделитесь этим видео с теми, кому это действительно может помочь.